Всем привет, садоводы и огородники на моем канале Радости частного дома. И сегодня речь у нас пойдет об луке шалот. У меня, как видите, сразу 3 сорта. Поговорим о каждом рецепте отдельно, и я вам расскажу в общем об этом луке, что он из себя представляет. Если вы знаете какой-то прекрасный сорт этого лука, то напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Я с удовольствием это узнаю от вас. Лук-шалот – это представитель семейства луковых, внешне напоминающий обычный репчатый лук, но внутри его головка состоит из нескольких долек, как у чеснока. В первую очередь лук-шалот ценят за его скороспелость, а еще за то, что есть его можно круглый год. Весной и летом срезают зеленые сочные мясистые с восковым налетом листья, а осенью и зимой сами луковки, которые у разных сортов лука отличаются цветом шелухи. У качественного овоща луковки гладкие, без вмятин и заплесневелых хвостиков. Чистить лук-шалот довольно просто, но некоторые кулинары обваривают луковки кипятком. В результате шкурка сходит сама собой. Польза и вред лука-шалота широко обсуждается многими специалистами. В сравнении с репчатым собратом шалот более диетический продукт. В нем содержится большое количество аскорбиновой кислоты, эфирные масла, разнообразие витаминов и минеральных веществ. Шалот обладает лечебными свойствами. Тонкий нежный вкус лука, лишенный горечи, ценят гурманы по всему миру. Поэтому в кулинарии лук-шалот очень популярен. Он прекрасно чувствует себя в салатах. Органично дополняет соусы, вкусен в запеченном виде с оливковым маслом и черным хлебом, а также зажаренный с картофельным пюре и чесноком. Замечательный лук-шалот, маринованный в красном уксусе. Такую вариацию можно встретить во многих индийских ресторанах. В Иране смешивают тертый шалот с йогуртом и подают к шашлыку. В Китае популярны чипсы из лука-шалота. А теперь давайте поговорим о каждом луке отдельно. Сорт деликатес – самый пикантный из всех луков. Издавна считается луком гурманов, входит во многие рецепты французской кухни. Употребляется в свежем виде как приправа к салатам. Супам, закускам используется в консервной промышленности. После термической обработки становится очень нежным и слегка сладковатым. На вкус отличается высоким диетическим качеством. Содержит больше, чем репчатый лук, сахаров, аскорбиновой кислоты, сухого вещества. Луковички с корично-розовой окраской сухих чешуй. Отличаются плотным строением и хорошей лёжкостью. Очень скороспелый. Агротехника. Размещают на открытых, хорошо освещенных участках с плодородной субпесчаной почвой, удобренной в предыдущий год. Перед посевом семена замачивают на сутки в воде, а затем подсушивают. Глубина заделки 1–1,5 см. После посева верхний слой почвы слегка уплотняют. Семена прорастают при температуре плюс 7 градусов. До появления всходов не допускать пересыхания почвы. Лук-шалот Банила F1. Сорт среднеспелый, отличающийся высокой зимостойкостью и морозостойкостью. На одном месте может расти до 5 лет. От всходов до технической спелости 82–87 дней. В течение лета проводят 2–3 срезки зеленых листьев. Луковица округлая, массой 30–35 грамм. Листья нежные, сочные, долго не грубеющие. Вкус полуострый. Болезнями не поражается. Общая урожайность с листьями 1,5 кг с квадратного метра. Агротехника. Семена высеивают осенью или ранней весной, как только позволит почва, на грядках, поперек которых делают бороздки через 1,5–2 см. После посева почву слегка уплотняют. При осеннем посеве ряды мульчируют перегноем или торфом. В дальнейшем необходимо систематически уничтожать сорняки и проводить регулярные поливы с последующим рыхлением междурядий. Уборку лука на перо проводят, когда листья достигнут хозяйственной годности. Лук-шалот – дружная семейка.
Раннеспелый многогнездный сорт. Дает высокий урожай многозачатковых луковиц острого вкуса. Луковицы плотной массой 25-30 грамм. Сорт устойчив к заболеваниям лука. Отлично хранится до нового урожая. Обладает незабываемым вкусом и ароматом при добавлении в различные блюда. Прекрасно помогает в борьбе с простудными заболеваниями. Агротехника. Семена высеивают осенью или ранней весной, как только позволит почва на грядках, поперек которых делают бороздки через 15-20 см. При осеннем посеве ряды мульчируют перегноем или торфом. В дальнейшем уход заключается в регулярных прополках, поливах и подкормках. Убирают лук, как только листья начинают желтеть и полегать. С июля подкормки и полива прекращают. Полученные в первый год из семян луковицы сохраняют до весны. Высаживают весной по схеме 20 на 20 см. Из каждой луковицы на второй год посадки образуется от 7 до 15 луковиц. Вот я вам рассказал все о луке шалот и об этих трех сортах этого лука. А теперь отправляемся в огород и будем сеять этот лук. Вот моя грядка шириной 1 метр и длиной 2 метра. То есть небольшая грядочка. Выделил я ее для посева этого лука шалот. И теперь делаю вот такие вот бороздки с помощью обыкновенной доски. Расстояние между бороздками я держу 15-20 сантиметров. И вот так с помощью доски делаю углубление в земле на 1,5-2 сантиметра. Благодаря тому, что я прижимаю землю доской, у нас семена не проваливаются глубже. Расскажу вам по подготовке земли перед посевом лука. Перед тем, как перекопать этот участок, я добавил сюда где-то пол-ведра золы. И все хорошенько вместе перекопал. Вот так выглядят семена этого лука. В ветреную погоду не советую сажать, потому что просто-напросто замучаетесь, он будет весь улетать. И теперь я высыпал семена на такую вот тарелочку небольшую. И начинаем сеять лук вот в эти вот бороздки. Расстояние между семенами я придерживаю 5 сантиметров. Вообще расстояние между семенами лучше придерживать 10 сантиметров. Но, как вы все понимаете, не все семена взойдут. Поэтому, чтобы у нас не было пустых мест, я сажаю через 5 сантиметров. Потом, когда он взойдет, всегда можно проредить лук. Лук я уже посеял, и теперь нам осталось землю заровнять. Я делаю это сам, своей рукой просто-напросто. Вот так вот засыпаю эти бороздки. И все, вот такую процедуру я сейчас проделаю со всеми вот этими вот бороздками. Землю я разровнял, пометил, где у меня с помощью табличек какой сорт посажен. И теперь с помощью лейки поливаем обильно водой. Как мы все помним из прочитанного, что необходимо держать верхний слой грунта постоянно влажным. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.